Сара и Мэтт Кейт. Здравствуйте, спасибо большое за приглашение сегодня. Мы очень рады быть с вами сегодня. Это наша первая поездка сюда, в Россию, в Москву, и мы очень рады увидеть ваш чудесный город. One of the fastest growing countries in network marketing and nature sunshine. Ну и, конечно же, нас воодушевляет, что это одна из быстрорастущих экономических стран, и особенно в бизнесе NSP. So we've been invited here to just share our story about how we use it in England. Итак, нас пригласили сегодня, чтобы мы немножко поделились с вами нашей историей, как мы строим этот бизнес в Англии. And we're very new to the business, but we find it absolutely fantastic industry to be in. Мы были буквально новичками в этом бизнесе какое-то время назад, и мы выяснили, что это фантастическая возможность. So we hope you find this. I hope you take away something from what we speak about today. Следующий слайд. Поэтому мы будем говорить вдвоем по очереди сегодня и делиться нашей историей. Okay, so hello, my name is Matt Kay. Thank you for welcoming us to Russia. Итак, меня зовут Мэтт. Я также вас благодарю за такие приветствия горячие в России. So we had a so we promised the UK that we would take a picture of the beautiful Russian public. So we need a few smiles in a few seconds, and I'm going to take a picture. И мы пообещали в Британии, что мы сделаем фотографии счастливых, довольных и улыбающихся российских предпринимателей, поэтому буквально через несколько мгновений попрошу вас улыбнуться, и я сделаю фото всех вас. So on 3, 1, 2, 3. Итак, на счет 3, раз, два, три, и все приветствуем. 1, 2, 3. Раз, два, три. Good. Хорошо, спасибо. So I'm just going to start by explaining a little bit about me and Sarah and where we started. Итак, мы буквально начнем с того, что объясним вам, с чего же мы с Сарой начали в этом бизнесе. So my profession is the fitness industry. I'm a personal trainer. Итак, моя профессия, она корнями исходит из фитнес-индустрии. Я личный тренер по фитнесу. So 4 years ago, we set out to find a supplement supplier that matched the quality that we were looking for in our fitness business. И 4 года назад мы искали поставщика биодобавок, который будет очень сильно отвечать всем стандартам фитнес-индустрии для нашего бизнеса. So the fitness industry in the UK, it is a fast-growing industry. It's a really big industry, and we were looking for certain qualities in our supplement supplier. Поскольку фитнес-индустрия, она очень большая в Англии, это очень быстро растущий рынок, и мы искали по определенным качествам и стандартам поставщика. It actually took me 18 months, so 1.5 years, to find a company that fits with organic, with raw, with natural, with wild-crafted. И на самом деле мне потребовалось более 1,5 лет, чтобы найти такую компанию, которая бы отвечала по всем требованиям и стандартам. То есть, чтобы продукты были органические, натуральные, был хороший дизайн, хорошее производство. I was actually involved in a network marketing company before I found Nature Sunshine, and this company, as well as other companies, they just didn't fit with that philosophy and what we're looking for within the fitness industry. Я был вовлечен в сетевую индустрию до Natural Sunshine, и эта компания не отвечала всем требованиям, всем стандартам, которые мы искали для этой индустрии.
So I found network marketing, and for 3 years, I found Nature Sunshine, and for 3 years I grew it, but I grew it very, very slowly, just through contacts I had in the fitness industry. Итак, я нашел Natural Sunshine, компанию, и я занимался этим бизнесом около 3 лет, но бизнес рос довольно медленно, потому что я это делал стандартным, обычным ключом через контакты, которые я нарабатывал каждый день. So the business grew, and it grew to a point where we could match Sarah's income. So we decided to, 1 year ago, for Sarah to leave her job, and she came on and looked after Nature Sunshine full time. И бизнес возрастал за эти 3 года и вырос до тех пределов, что уже зарплата Сары была адекватна тому уровню дохода, который мы получали в этом бизнесе. И мы решили, чтобы она ушла со своей работы и занималась на полную занятость именно бизнесом Natural Sunshine. So I've got no experience in network marketing whatsoever. И у меня в это время не было никакого опыта в сетевом маркетинге. I simply came on because I wanted a change in my life. Я просто вошла в этот бизнес, потому что хотела изменить свою жизнь. Before Nature Sunshine, I had a very stressful job that took me away from home all the time. До Natural Sunshine у меня была довольно стрессовая работа, которая меня заставляла быть вне дома долгое время. And I missed Matt, I missed my family and my friends. Я скучала по Мэтту, скучала по моим друзьям, по моей семье. So I knew there needed to be change in order for me to have a better lifestyle. Поэтому я знала, что что-то должно измениться для того, чтобы стиль моей жизни, образ моей жизни был лучше. So as Matt mentioned, we wanted to make sure that we were bringing in the same amount of money that I was bringing in myself from Nature Sunshine. И вот, как Мэтт уже упомянул, мы хотели достичь такого уровня дохода и зарплаты, который я получала на своей работе, именно из бизнеса NSP. So we made it, we reached that income and I left my job. Итак, в конце концов, мы это сделали, мы достигли этого уровня, и я ушла со своей работы. And I knew how to smile again. Ну и сейчас вы должны все улыбнуться мной. Okay, so next slide, please. Итак, следующий слайд. So we're going to speak about we're going to break our presentation down into two halves. Итак, нашу презентацию мы разделили на 2 части. So the first half is all about what we did. And by the way, when Sarah came on board, it only took 6 months for us to double our business from a very good place to double it within 6 months from Sarah coming on board. И мы разделили на 2 половинки нашу презентацию. Между прочим, я хочу упомянуть, что с тех пор, когда Сара вошла в наш бизнес, присоединилась именно к этому проекту, за 6 месяцев мы удвоили свой бизнес, его оборот. So the first half of the presentation is what we did in that 6 months to double our business so quickly with someone so new to the business that didn't know anything about fitness, about supplements, about anything. Итак, первая половинка нашей презентации будет посвящена тому, что мы опишем этот 6-месячный период и технологию достижения этого успеха, когда человек вошел в сетевой маркетинг, такой как Сара, и за 6 месяцев бизнес удвоился. У человека не было никакого опыта ни в биодобавках, ни в сетевом маркетинге, ни в бизнесе. And then the second half of our presentation is all about how myself, I use Nature Sunshine in my fitness business and also I also introduce other fitness professionals into Nature Sunshine. А вторая половина презентации будет посвящена тому, как я сам лично продвигаю этот проект, как я продвигаю продукцию, бизнес среди профессионалов фитнеса, потому что я непосредственно вовлечен в эту индустрию, и я поделюсь с вами этим опытом. I was very new to it, and Nature Sunshine had lots of fantastic resources. И что получилось после того, когда я вошла в этот бизнес? Я была абсолютным новичком, и когда я увидела все ресурсы Nature Sunshine, это меня удивило. But they had lots. Очень много всего.
So we wanted to simplify it into one document. И поэтому мы хотели упростить немножечко до одного документа всю технологию построения бизнеса. So that people wouldn't feel scared about taking on this business. Чтобы люди были более сконцентрированы, когда они входят в этот бизнес. So we created one document that we could pass to anybody that came into the business. Итак, мы создали один вид документа, который мы можем передавать другим новичкам, которые входят в наш бизнес. So we want to share with you now what that document was that made people succeed in their business. И мы бы хотели немножечко поделиться с вами, что же это за документ, который помогал людям преуспевать. Следующий слайд. So we asked people to see their goals, their vision, their idea of what they want in the future. Итак, мы бы хотели, чтобы люди увидели эти цели, этот ориентир в будущем, чтобы они увидели, куда они движутся. We wanted them to write it down or use a picture to describe that. Мы бы хотели, чтобы люди это записали, либо использовали картинку, чтобы это описать. We wanted them to feel emotional from the heart. Мы хотели бы, чтобы люди имели эмоциональную привязку из сердца к этому. So that they could see the future of their business. Чтобы люди могли видеть будущее из этого бизнеса. And there's lots of different ways people like to see their future. Есть очень много разных путей, как люди хотят видеть будущее. And this is a good way to do it. И это хороший способ, как это сделать. So Matthew he's all sight, he's all vision, he likes to see pictures. Итак, Матфей по-нашему, он, в общем-то, человек видения, он человек картинок. Он именно смотрит на панораму. As an example on the right. Ну вот как пример справа с картинкой, с фото. I like to see words, I like to see how I'm going to feel. Я же более лингвистически настроенный человек, который хочет видеть слова и который хочет понять, как он себя чувствует. So there's lots of, which is on the left, so lots of words that I like. Итак, это больше левая половинка, там где очень много слов. So there's lots of different ways to do it. Итак, есть много разных путей, как же этого сделать, как этого достичь. Следующий слайд. So once they've written down or drawn their image for the future, we ask them how much they need in order to reach that goal. Итак, когда человек уже устанавливает для себя ориентир, чего он хочет достичь в будущем, мы просим этого человека записать, каковы же это цели, мы хотим более конкретизировать это задание. Because we find that people aren't money driven as they are future goal. Emotional driven. Money, they're not money driven. Поскольку мы выяснили, что люди не настолько направляемы именно денежным вопросом, сколько тем, что они достигнут благодаря этим деньгам, то есть есть эмоциональная привязка. So we created this document to help us understand their business and their goals. Итак, мы создали этот документ, который помогает людям понять в нашем бизнесе цели других. Следующий. Okay, so this is the guide. So this guide is nothing new. We didn't create anything new, so don't worry. The heads of nature's sunshine. We're not trying to recreate the wheel. Итак, этот путеводитель либо инструкция, это руководство к действию, не что-то супер новое. Мы не пытались полностью изменить всю технологию построения бизнеса NSP. So it was very difficult for us because we found that a lot of the documentation provided by Nature's Sunshine was easy to follow, yet people coming into the business, they struggled. They really struggled. We didn't understand why, hence why we created this. И, в принципе, когда мы работали с людьми, мы видели, что есть много документов, много технологий, но порой людям было сложно следовать всем этим руководством, всем этим направлениям, и поэтому это привело нас к созданию подобного документации. Right, so next slide, please. Следующий. So let's get into the meat of it. So this is the first step. Now you'll find with each of these steps, there's nothing new, but it's so important to tell people these steps, step by step, over 5 steps, so it really drills it down.
Итак, это шаг номер один, и здесь нет ничего нового, вы это знаете, но так важно повторять это людям. Эти 5 шагов, шаг за шагом, это то, что приводит именно к исполнению все, что задумано. So you've got to use the products. There is no way you'll build a business without using the products, yet so many people think they can. Итак, нет никакого способа строить бизнес без использования продукции. Хотя некоторые размышляют именно обратным образом и думают, что можно сделать по-своему. So we took on 2 different groups of people. One didn't understand anything about supplements. 2, they knew a lot about supplements. Итак, мы сталкивались и мы как бы разделили людей на 2 половины. Те, которые ничего не знали о биодобавках, и те, которые знали очень много. So the people that knew nothing, we said do 2 to 3 things. Take a super supplemental, so the first one, Omega. Take a super complex, and third, take a household product. Итак, мы что делали с людьми, которые ничего не знали по биодобавкам? Мы им предложили использовать супердобавки, омегу-3, ключевые продукты системы и продукцию по уходу за домом. So to make this so simple, what we do in big groups like this is simply ask the audience what they do. So we're going to ask you guys to raise your hand if the answer to any of these questions is a yes. И мы очень часто именно проверяем реакцию людей, когда говорим о чем-то, и, наверное, сейчас мы попросим вас также поднятием рук отреагировать на некоторые вопросы, если это будет да. So, first question. Who here brushes their teeth? Итак, первый вопрос. Кто чистит зубы? Okay, hands down. So who here washes themselves? Хорошо, вопрос. Кто вообще в душ ходит и моет свое тело периодически? Okay, third. Who here either cleans or has a respected partner that cleans the floor? Хорошо. Кто сам моет пол, либо у кого-то есть соответственный партнер, работник, кто это делает? Good. So that was it's a little bit stupid, but the reality is everyone brushes their teeth, they wash their body, and they clean their house. Немножечко глупые вопросы, но реальность такова, что все чистят зубы, все убирают дома, и все, надеюсь, моются так. So we have products that do all of those things. So if you're involved in Nature's Sunshine, it doesn't matter who you are, if you're just using it for personal use, if you're using it for business use, or you're using it for big old business, everyone should be on these products. Итак, все это есть в нашей компании, поэтому неважно, кем бы вы ни были, вы можете использовать продукты для себя, вы можете использовать их для бизнеса, вы можете использовать их для других, продвигать, но вы должны использовать продукты. So simple, really, really simple. Это очень-очень простая концепция. So the second group were people that that knew a lot about supplements, nutritionists, personal trainers, dietitians, doctors, etc. И вторая группа — это те люди, которые уже являлись такими доками, профессионалами в области биодобавок. Это врачи, это диетологи, это личные тренеры, это люди, которые связаны с медициной и с питанием. Now, I am one of these people, and we naturally want to absorb, if we want information overload, we want to get information from everything before we start. И я именно тот человек, который вписывался в эту категорию. Мы именно таковы, которые хотим впитать все из рынка, всех информативных каналов, узнать все, что происходит на планете. But this can often be a really negative thing about our business. And there's a saying in England that's called paralysis by analysis. И это может быть очень негативным в нашем бизнесе. И даже есть такая поговорка у нас: это паралич от анализа или анализом. So I've forgotten the equivalent. Have you just told me? Российский эквивалент, наверное, будет горе от ума. Does that make sense? Да, это имеет смысл. Okay, so number one is use the product. Just don't get stuck in the mud.
Don't hold yourself in one place by thinking over and over again. Just go do it. Use the product. That's the first step. Итак, первый шаг, он довольно простой. Не надо очень много думать об этом, не надо очень много анализировать, изучать рынок. Просто возьмите и сделайте это. Начните пользоваться всей продукцией. So once you use the product, so as soon as you believe in the product, as soon as you use the product, you are then the pioneer, the person that's going to take that product forward and allow you to share the product. Поэтому, как только вы начали пользоваться продукцией, вы испытали эту продукцию, она вам понравилась, и вы можете уже делиться этим опытом, вы можете ее продвигать на другом уровне. So we found that we would come into contact with two different types of people. The first person was someone that already took supplements, which is quite a large amount, and the second group was a group that didn't take supplements. И поэтому мы также разделили людей, с которыми мы бы встречались потенциальными кандидатами, на две группы. Это те, которые принимали биодобавки, это им нравилось, и те, которые вообще их никогда не принимали. So when we taught our network and our downline what to learn, what do you learn when you first start out, there was two things that we wanted them to learn. И поэтому, когда мы говорим со своим даунлайном, когда мы говорим со своей группой, мы задаем вопросы в подобном ключе. Чему вы учитесь, когда вы сталкиваетесь с людьми? Что вы изучаете? So the first was quality. Understand the quality and why Nature Sunshine are one of the best providers in the world for supplements. И чему вы хотите, чтобы люди научились из этого опыта? Первое – это то, что у нас предоставляется качество. Nature Sunshine предоставляет одно из самых высоких уровней качества в мире. So when you met the group of people that took supplements, they already took supplements. The barrier to taking Nature Sunshine versus what they're currently taking was a barrier of quality. And if people know that inside out, then it's easy to transfer people over. Итак, по первой группе людей, которые уже употребляли биодобавки, для них важный барьер, который они должны были преодолеть, это именно момент качества, потому что они должны были заместить те добавки, которые они принимали в текущий момент, на новые добавки NSP. So the second thing we wanted people to learn was why you need supplements. And the reason why that is so important is because people that don't take supplements, they don't understand why you need to take them. So you know intimately why you need to take supplements. It's an easy transition. You can get those people across to supplements. И вторую группу, которую также надо было перевести из того состояния, в котором они были, когда они не принимали биодобавки, в то состояние, чтобы они принимали, это объяснение, почему это важно, почему это помогает и почему это нужно каждому человеку. Next slide. Следующий. So step 3 is about how to share the business, and we use a simple thing called a frogs list, which is a contact list, and there's lots of different. It means friends, relatives, occupation, and geography. Ну, здесь мы уже поговорим о небольшой игре слов. То есть у нас есть такой так называемый акроним, если мы уже говорим о шаге номер 3 по поводу продвижения бизнеса, тем, чтобы делиться с другими, принцип лягушки. То есть F это friends, relatives это родственники, первые друзья, вторые родственники, третий профессия occupation, and G is география. Да, где бы вы ни находились, вы с кем-то встречаетесь. То есть мы назовем это география. And there's lots of people feel very restricted by their list at first. Но вначале люди чувствуют большое ограничение по поводу списка контактов. So by doing this simple principle, people can make a big list. Поэтому, следуя таким простым принципам, люди могут очень сильно расширить этот список. And there's 3 different ways to do this. There's a cold contact, a warm contact, and a hot contact. Итак, есть 3 пути, которыми можно достигать желаемого результата. Это холодные, теплые и горячие контакты. A cold contact is
somebody that you have no relationship with whatsoever. Итак, холодные контакты — это те, с кем у вас не было никаких вообще отношений до этого момента. A warm contact is somebody that you may know from somebody else or somebody in your industry. Теплые контакты — это те люди, кого вы знаете от кого-то по рекомендации, может быть, из этой индустрии. And a hot contact is your friends and family and people you know very well. Ну, а горячие контакты — это ваши друзья, это родственники, это семья, это те, кого вы знаете очень хорошо. The warm contact is best. Конечно же, теплые контакты — это лучше. Because hot contact, they're too close to you. Потому что горячие контакты, они слишком близки к вам. They don't listen. Они не слушают вас. So I'll just give an example of the hot contact. The reason we say warm contact is the most important is for this reason. И почему мы вот так вот разделяем горячий, холодный, почему мы называем теплый, например, по следующей причине. So we have a lot of people in our hot contact list that are recruited and they are part of Nature Sunshine. So we don't eliminate that, we just don't have as many. У нас есть такой список людей, которые рекрутированы уже НСП, мы их не исключаем, они существуют, они есть. So I do a lot of lecturing in the fitness industry, in health, and especially in fat loss. Fat loss is my speciality. Я провожу много лекций в фитнес-индустрии, именно вот в этой области. Особенно ударение идет на похудение и на снижение веса. I also train a lot of athletes, and I get asked for a lot of consultancy work all over the UK. И также я тренирую многих спортсменов, и ко мне поступают запросы из разных направлений Британии. Now the reason I say this is because my mum wants to lose fat. Почему я об этом говорю? Потому что моя мама хотела похудеть. However, everyone in the UK seems to ask my advice, yet my mum doesn't pay any attention whatsoever. И несмотря на то, что практически все в Британии хотели бы получить мой совет, моя мама не слушала меня и вообще не прислушивалась к моим. So your hot contact can often be your biggest battle, and so don't get negative attitude. Don't get down by asking. Don't get down if you ask your hot contacts and they don't respond very well. Поэтому горячие контакты могут просто не реагировать на вас, но не надо вам так это воспринимать глубоко и буквально как сердечную боль, если горячие контакты вас отвлекают. So next slide, please. Итак, следующий слайд, пожалуйста. So we've kind of covered three steps. Use the product, share the product, and now share the business. Итак, мы разбили нашу стратегию прежде всего на три простых слайда, на три простых шага. Это используйте продукцию, делитесь, либо продвигайте вашу продукцию другим и делитесь бизнес-возможностями. So we teach our guys some very simple steps. Now the first step when sharing the business is, after using the products, share the products with one person every 2 weeks. И стратегия роста бизнеса может быть довольно простая. Это поделись, если ты уже в бизнесе, ты за первые пару недель используй и продвигай продукты на 100 баллов. So this is just an example in the UK using our point system to show people if you introduce someone once every 2 weeks, how you can just very slowly grow over the first 2 months, which is very slow growth. То есть ситуация такова, что каждые 2 недели мы двигаемся медленно, но мы двигаемся вперед. И мы прибавляем каждые 2 недели что-то для того, чтобы бизнес рос и умножался. Now we show them this because of an effect called the compound effect. Now it doesn't look much here, and it might not mean much to you because the numbers might not be the same, but it's not a huge amount after 2 months. И опять-таки мы движемся к такому пониманию, которое называется составляющий многокомпонентный эффект действия. И может быть сейчас вам кажется это не таким
глобальным, не таким значительным, да, когда в каждом брекете написано «используйте и продвигайте, либо делитесь продукцией на 100 баллов». И мы добавляем, 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 но в конце концов получается довольно серьезный аккумулятивный эффект. But the point here is it's simple and it's easy to integrate and it doesn't overwhelm people. И это довольно легко внедрить в сознание людей, довольно легко предложить людям для построения бизнеса, и это их не шокирует и не отталкивает. Okay, next slide, please. Следующий слайд. So we showed them that first, and then we showed them what it looks like over 6 months. So this will be the perfect 6 months. So if you look after 1 month, you're earning £10. So I'm not sure what that is. It's nothing. It's not much at all. Ну, и мы показываем перспективу человеку на 6 месяцев, то есть куда он может дойти в конце концов через полгода. За первый месяц доход всего около 10 фунтов, то есть по российским это будет грубо 500-600 рублей, то есть это немного, это ничто. So continue that on for the second month, you're just under 200. Third month, just under 800, which is okay, but still not great. И потом мы двигаемся также, если у нас было 10 фунтов стерлингов по английскому измерению, потом 200, потом 800, тоже не такие-то и сногсшибающие цифры. But then, after 3 months, the power of the compound effect kicks in. So, Но, в конце концов, через 3 месяца вот эта сила аккумулятивного составляющего эффекта включается. So if you continue that momentum, month 4, you'll be at 3,000. Month 5, you'll be at 12,500. And month 6, you'll be just over £51,000 generated per month in your business. Поэтому, если мы будем двигаться в этом импульсе, в этом ускорении, то у нас уже на 4-й месяц будет более 3000, на 5-й 12 и на 6-й 50 тысяч фунтов. So that was just a really, really simple way to show people a non-threatening, non-intimidating way to get into the business, but show them the potential over 6 months. Итак, это довольно простой путь, как показать потенциал, перспективу человеку на 6 месяцев, который не запугивает людей, который не отвергает и не рисует чего-то абсолютно нереального. Следующий слайд. So the next step is to train your team. Итак, следующий шаг – это обучение вашей команды. Now that you've learned how to use the system, it's important that they understand and how to duplicate it. Когда вы уже изучили то, как использовать систему, важно, чтобы ваши онлайн, люди в вашей группе поняли также. So it's important to go through the step-by-step guide with a 30-minute phone call or a 30-minute meeting. Поэтому важно двигаться шаг за шагом с 30-минутными звонками, встречами, с обучениями людей. So they're very clear about each step. Чтобы люди поняли, и эти 30 минут, они посвящены каждому шагу, чтобы они поняли каждый шаг хорошо. The most important thing is to keep it so simple. И наиболее важное, что мы должны помнить, это оставлять все в простоте. And the important thing also is to anything that you do, you share and they share. И также важно также помнить, что бы вы ни делали, люди будут это дуплицировать, они будут повторять то, что вы делаете. So we say 6 weeks. You need to make sure that when you recruit someone, you stay with them very, very closely for 6 weeks. But there's a very important reason that we ask them to do this. Итак, почему мы здесь указываем 6-недельный такой период и дальше 30-минутные звонки на протяжении, 30-минутные встречи на протяжении этого периода, когда люди требуют вашего внимания, и они должны быть под вашим крылом, и вы в этот период их очень плотно обучаете. So we call this the power of 3. Мы называем это силой 3. Now, how this looks on paper, I'm just hopefully going to demonstrate this here for you. So, this is you. Итак, я это, наверное, на доске попроще объясню. Вот вы. So for 6 weeks, once you recruit this person,
И, например, вы за 6 недель вы рекрутируете этого человека. You make sure that they recruit 3 levels deep. И за эти 6 недель после подписания первого человека вы должны убедиться в том, чтобы он также зарегистрировал еще 3. So you're really focusing a lot of time and a lot of energy into that one person for 6 weeks to get that 3 levels deep and to get them to break out to the first level. Поэтому вы вкладываете очень много времени и энергии, чтобы помочь этому человеку прорваться дальше на следующие уровни, и чтобы он родил этих 3. Now that time you spend with them will pay dividends, and I'll show you why now. И это время, которое вы проводите с этим человеком, оно принесет вам дивиденды. Я вам покажу, каким образом. So now you find your second recruit. Итак, вы находите своего второго кандидата. You follow the same process. You help them. You spend 6 weeks getting 3 levels deep. И вы двигаетесь по тому же процессу. Вы проводите с ним 6 недель и помогаете ему также на 3 уровня вглубь пойти. Now this guy is just broken out as manager. И этот человек уже сейчас квалифицируется как менеджер. Now during that same process, during that same time period, this person is doing exactly the same with this guy. So this guy is finding his first distributor. И в этот период человек номер 1 делает то же самое с человеком номер 2 своим уже. Он начинает дуплицировать себя. So without you doing anything, just playing a support role, this guy is helping this guy do the exact same process. Итак, мы фактически ничего не делаем, мы просто оказываем такую поддерживающую роль. Мы помогаем этому человеку двигаться дальше с 3. So the process goes on. So I'll just show you this kind of quick. So then you go find your second distributor. И процесс дальше двигается. Я вам буквально очень быстро покажу, как это размножается. While you're doing that, this guy's teaching this guy to do the same. И когда вы делаете это, парень номер 1 учит парня номер 2 делать то же самое. This guy is also breaking out. He's finding someone else. Этот парень также квалифицирует еще кого-то. And then it goes on and on and on. So that's the power of the compound effect, and the power of spending a lot of time with your first guy, teaching that system so tightly and so carefully, and then that system will just go on and on and on and on. Поэтому это и есть сила этого составляющего аккумулятивного эффекта, когда вы научили первого человека двигаться в таком же ключе, как и вы, и повторять то же самое вновь и снова. But the only way to make that happen is to keep it so simple. Но единственный путь, как оставить это в реальном ключе, это оставлять все в простоте, придерживаться простого уровня. Okay. Следующий вопрос. So it's important to treat this like a business. How much time can you commit per week? Конечно, важно ко всему процессу относиться как к бизнесу. Сколько времени вы готовы посвятить этому в неделю? It's important to block out time, consistent time each week. И важно разблокировать, либо зарезервировать то время, которое вы готовы посвятить бизнесу каждую неделю. And that way your network knows when you're going to be free. И таким образом ваша сеть будет знать, когда вы доступны, To ask questions. чтобы задавать вопросы. So Следующий вопрос. we've created some weekly success habits. Это мы краткий обзор делаем всех шагов. Следующий слайд, мы уже говорили об этих шагах, вот именно это. So we've created some weekly success habits. Итак, мы разрабатываем привычки успеха на еженедельной основе. So people know what to do with their time. Чтобы люди знали, что они будут делать с этим временем. So it doesn't matter how much time they put aside. Поэтому на самом деле не важно, сколько человек отделит времени для этого. If they follow these percentages, it would work. Если люди будут следовать этой схеме по процентному соотношению, то они будут достигать результата. So prospecting is one of the most important at first. Итак, первое, рекрутирование. Это один из наиболее важных моментов.
but then it's also important to do the products and support. Но также важно, естественно, и продуктовую часть исполнять, и потом поддерживать, либо следовать за этими контактами. So just to recap on the 5 steps. А теперь мы назад, наоборот, на один слайд, пожалуйста, и вернемся к краткому повторению 5 шагов. So it's important to use the products, Итак, важно использовать продукты, share the products, делиться продукцией, либо продвигать ее, share this fantastic opportunity, делиться этой фантастической возможностью, support your team, поддерживать вашу команду и обучать ее. and importantly to treat it like a business. И очень важно относиться к процессу как к бизнесу. So, next slide, please. Итак, следующий, пожалуйста, еще Давай. следующий. So, going through that simple process is great, and it really, really worked. But what we found was, and it's inevitable with this business, we were dealing with human beings. Конечно, процесс был довольно простой, но что мы выяснили, когда мы дошли до дела, то, что мы имеем дело с человеческими существами. So there were some really important business lessons that we learned that we're just going to share with you now. И мы изучили довольно важный бизнес-урок, с которым мы хотим с вами поделиться. So we often ask, what is the difference between success, what's the difference between success and failure? Итак, мы очень часто задаем вопрос, каково же отличие между успехом и неудачей? Does anyone know? Все ли это знают? Каково это отличие? Okay, Хорошо, тогда мы вам покажем это на следующем слайде. so next slide please. So a mentor of mine once told me this and it stuck. So real failure is the failure to try. Итак, тот человек, который нас обучал, который был наставником, и он был очень серьезным, он характеризовал это так, что настоящая неудача – это неудача, когда вы просто пытаетесь что-то сделать, или неудача попытаться. And true success is how you deal with disappointment. А настоящий успех – это то, как вы справляетесь с разочарованием. So within this business, within any walk of life, within any business, you're going to get knocked down occasionally. Итак, в этом бизнесе и в любом бизнесе по всему миру вас могут выбить из колеи время от времени. So the failure is not how, is not you getting knocked down. That's just part of business. Итак, неудача – это не просто вот полный нокаут, это часть бизнеса. So everyone gets knocked down. It's showing your ability to get back up and push on, and that's where true success lies. И вот именно истинный успех заключается в том, чтобы у вас была способность подняться и продолжать вновь и преодолеть эти разочарования и неудачи. Now the reason that we use this a lot with our distributors is because a lot of our distributors suffered with getting knocked down and they wouldn't pick themselves back up again. They felt offended by it. И, собственно, почему мы сталкиваемся с таким множеством проблем с дистрибьюторами, когда к ним приходят какие-то бури и штормы, они падают, это их абсолютно выбивает из рабочего процесса, и они очень тяжело восстанавливаются. So as an effective upline, you have to be an effective business coach. You have to nurture your downline and be there for them when they're feeling really low. And you need to be the enthusiasm and the drive that picks them back up again. Итак, для того, чтобы стать эффективным аплайном, вам нужно быть эффективным, играющим, действующим тренером, для того, чтобы помочь человеку встать, помочь ему реабилитироваться и пойти вперед. So I hope this translates, but I really like this saying. So you don't become successful by doing 5,000 things. You become successful by doing 1 or 2 things 5,000 times. Ну, надеюсь, что это дойдет в переводе до вас правильно, что именно составляющий эффект, если мы говорим о нем, заключается в том, что вы не станете успешными, если занимаетесь 5000 разными делами или проектами, но станете успешным именно когда вы делаете одно или два направления, или одно или два дела 5000 раз. I really think that people going into business, they think that business should be really, really difficult, but the basic principles are very, very easy.
Люди, когда входят в бизнес, они думают, что бизнес это что-то очень-очень сложное и тяжелое. Но на самом деле, что простого, что упрощает это? In actual fact, being successful in this business is all about following just such simple steps, and then the power of that compounded over time is huge. И секрет в этом бизнесе это следовать очень простым шагам. И в конце концов, тот аккумулятивный эффект, который вы получаете в конце, он просто невообразим. So this is one of the books we recommend to our distributors when they И, first собственно, это одна из книг, которую мы рекомендуем нашим дистрибьюторам. Аккумулятивный, составляющий, многокомпонентный эффект Даррен Харт. So I'm just going to tell you a little bit of a story, and I'm not going to name names, not that you'll know about them. И я немножечко расскажу вам об одной истории, я не буду называть имена, ну, тем более я не думаю, что вы слышали. So this is the story of two personal trainers that I recruited. Итак, это история двух личных тренеров, которых я рекрутировал в бизнес. They worked in the same gym. Они работали в том же спортивном зале. So we'll call them trainer 1 and trainer 2. Итак, мы их назовем тренер номер 1 и тренер номер 2. So this first part of the story is over 6 months. Итак, первая часть истории заканчивается после 6 месяцев. So personal trainer 1. Итак, личный тренер номер 1. He was very committed. He followed all the steps. He was a model student. Он был очень посвященным в этом бизнесе. Он просто был супер примерным студентом и учеником, следовал всем шагам. Trainer 2 was the opposite. He didn't follow anything. He thought he knew better. He didn't want to follow the system. А второй тренер, он был полной противоположностью, он делал все по-своему, он думал, что он все знает, короче, абсолютно ни во что ставил систему. Now, personal trainer 1, even though he was doing everything right, he was what we call a slow starter. И несмотря на то, что первый тренер все делал правильно, вроде как все казалось супер с его движением, мы называем таких медленно начинающими. So through the first 6 months, we had to spend a lot of time nurturing this person, encouraging them, telling them they were doing the things correctly, and they need to carry on. И первые 6 месяцев мы провели очень много времени с этими людьми, тем, что мы их питали, поддерживали, воодушевляли и передавали им те эмоции, что они делают все правильно для движения вперед. This is what his business looked like. И вот таким образом бизнес выглядит. So it's fairly flat. It kind of increased a little bit, but it didn't really go too far. То есть он довольно-таки был на одном уровне, далеко он не зашел, может быть, чуть-чуть пошел вверх, но не слишком. Personal trainer number 2, he was the opposite guy. He didn't want to do anything, and again, his business, if you actually compare it, looked fairly similar, yet he wasn't doing anything right. А тренер номер 2, который был полной противоположностью, он ничего не делал правильно, но тем не менее его бизнес выглядел вначале так же, как и у первого. So how do you think trainer 1 is going to feel looking at trainer 2 when he's putting all the effort in, this guy's not putting any effort in, yet the businesses, they look fairly similar. И вот как вы думаете, какова будет реакция первого человека, когда он смотрит на второго, они делают все по-разному, а результат у них одинаковый за тот же период времени? Yeah, sure, yeah, I mean, he'd be upset, he'd be really annoyed. Конечно, он будет более чем разочарован, то есть это будет его раздражать. So us as coaches, we have to make sure that we nurture this person and reassure him he's doing the correct things. Поэтому мы, как тренеры, мы должны были быть на острие иглы того, чтобы постоянно удобрять человека, его воодушевлять, поддерживать. Now we find with everyone's business that it's a slow starter, if they continue to do the things correctly, there's a tipping point. Но, опять-таки, для медленно начинающих, если они продолжают делать все правильно, это будет их стартовая линия. So in this instance, his tipping point was after 6 months. And after 6 months, his business took off. It went like И вот this. как раз его вот эта стартовая линия для того, чтобы его бизнес пошел вверх, как раз было 6 месяцев. После этого все взлетело. So trainer number 2,
Guess what happened to his business? Ну а как вы думаете, какой был бизнес у тренера номер 2? So for the first 6 months, they looked fairly similar. Первые 6 месяцев все выглядело довольно одинаково. Come month 12, he nosedived. Но через 12 месяцев все пошло в противоположном направлении вниз. So this is a bit of a business lesson that we like to teach, because a lot of people, they don't see immediate success, whereas other people do see immediate success. So we need to reassure the guys that don't. Поэтому мы хотели бы также преподать этот небольшой урок многим людям, потому что многие припекаются на том, что они не видят моментального успеха, хотя у кого-то он и есть. И мы хотели бы вас воодушевить и немножечко поддержать. But we know without question, if they do the things step by step through that program, that 5-step program, they will eventually achieve success. Но мы знаем 100%, что если человек будет двигаться по этой системе, шаг за шагом, этой 5-шаговой системе, он в конце концов достигнет успеха. So this section here, hopefully it translates, we reassure them that they've got to have faith. И вот в этом вот секторе 6 месяцев, тогда мы человека поддерживали, воодушевляли, чтобы у него была вера. Okay, so that's the compound effect. I hope that made sense, because it's a really powerful business lesson. То есть это составляющий аккумулятивный эффект, и он имеет очень большой потенциал, и это несет за собой очень серьезный бизнес-урок. The next book that we recommend people to be reading is Go Give a Sell More. И следующую книгу, которую мы рекомендуем людям читать, это «Даятели продают больше». This teaches us that it's not about giving, it's not about getting, it's about giving. То есть здесь, опять-таки, учение идет не о том, чтобы все вот так вот просто раздать, чтобы получить, но другим образом. It's about changing our thoughts, it's about others. Это по поводу того, чтобы изменить наше мышление, чтобы мы думали о других. It's about using 5 principles to make people happier. Это чтобы использовать 5 принципов для того, чтобы сделать людей более счастливыми. And doing things from the thoughts of others. И чтобы они, в свою очередь, делали так же с другими. And the 5 principles are, number 1. Итак, 5 принципов следующие. Номер 1. The law of value. Это закон ценностей. And it's your truth worth is determined by how much you give in value than you take in payment. А вот теперь мы будем переводить с листа. Ваша истинная ценность определяется тем, насколько много вы даете в ценности, в значимости, чем вы берете в оплате. And the second one is law of compensation. Второе – это закон компенсации. So this is your income determined by how many people you serve and how well you serve them. Он звучит следующим образом. Ваш доход определяется тем, насколько многим людям вы служите и насколько хорошо вы им служите. The third is the law of influence. Третий – это закон влияния. And it's your influence is determined by how abundantly you place other people's interests first. Ваше влияние определяется тем, насколько обильно вы ставите интересы других на первое место. The fourth is the law of authenticity. Четвертый – это закон оригинальности. And the most valuable gift you can have to offer is yourself. Самый важный подарок, который вы можете предложить, это вы сами. The law of receptivity. И закон способности принять. And this is the key to effective giving is to stay open to receive. Ключ к эффективному даянию заключается в том, чтобы вы оставались открытыми для принятия. And this is the word selling in English, the Old English used to be selling, which is giving. В старобританском языке слово selling, то есть продавание, продажи, процесс продаж, он на самом деле происходил от слова selling, что переводится как giving, как даяние. То есть, оказывается, продажа от староанглийского – это даяние, отдача.
So it's a really important book that people need to understand in order to share with others. Итак, это очень важная книжка, чтобы люди поняли, как делиться с другими, как им отдавать, как с ними иметь отношения. Следующий слайд, пожалуйста. Okay, so that was the first bit of our presentation, really, to show you what Sarah did over the last 6 months to a year to be successful. So just on the next slide as well, please. Итак, это была первая часть нашей презентации, в которой мы также делились тем, что мы с Сарой делали, и она, в частности, за первый год, за 6 месяцев первые в бизнесе, и как мы достигли успеха именно по шагам в системе. Must have explained ourselves well. That's good. Хорошо, тогда мы хорошо поработали, мы объяснили нашу концепцию очень здорово. So that first little bit was all about kind of Sarah, how we became successful. Итак, первая часть презентации, она более касалась Сары. Как мы стали успешны в этом бизнесе с самого начала, как она пошла в этом бизнесе. Но вторая часть, она больше касается меня и моей профессиональной деятельности. Следующий слайд. So before I came over, I had a look at the Russian fitness industry. Итак, до того, когда я к вам приехал, я немножечко сделал обзор российской фитнес-индустрии. So in Europe, our European market annual revenue is 22 billion. Итак, на европейском рынке оборот в этом бизнесе это 22 миллиарда долларов. So the kind of order revenue size, I guess, goes UK 5 billion. И немножечко разбит этот уровень по Британии, например, 5 миллиардов. Germany 4 billion, Spain Германия 4, Испания, Италия 8. And France 2.4, and then Russia at 1 billion. Франция 2,4, Россия 1. But out of all those nations, Russia is the fastest growing fitness nation. Но из всех этих вышеназванных стран и наций Россия это самый быстро растущий рынок в этом направлении. So the market is definitely worth considering. There's a lot of money being passed hands within the industry in Russia. Ну, однозначно, что это стоящий того рынок, потому что мы видим, как происходят события здесь, на российской земле. So I want to just spend a bit of time just revealing or exposing our industry a little bit. Итак, я немножечко хотел бы открыть вам какую-то завесу нашей индустрии, чтобы вы узнали больше. So I love my industry. It's a fantastic industry, but there's big problems in our industry as well. Я люблю свою индустрию. Она фантастическая, но в ней также есть большая проблема. So our industry essentially promotes health, Итак, наша индустрия прежде всего она продвигает здоровье, счастье, благосостояние и потерю веса. However, there's a problem. Our industry, because it's a very new industry, we haven't got it quite right just yet. Но поскольку это довольно молодая индустрия, есть определенные проблемные моменты. So if you look at people that join a gym, they hire a personal trainer, they hire a nutritionist, this is kind of what happens. И, например, человек приходит в спортзал, приходит в фитнес-центр, в спортивный клуб, он нанимает личного тренера, он нанимает диетолога, и вот что происходит. 80% of them still remain ill, unhealthy, unhappy, and fat. Да, приблизительно 70-80% остаются, как и были, со слабым здоровьем, недовольные, несчастливые и нехудые. Sure, I'm sure a lot of you have seen this. Like if your friends have joined the gym, like you just see it on a regular basis, people just don't get results. Я думаю, вы сами видели это, и вы знаете, те люди, которые идут в спортивные клубы, они, в общем-то, не видят больших результатов за короткое время, и вы можете проследить это по вашим друзьям. And the reason why is because 80% of fat loss results is down to nutrition.
И почему это так? Потому что 80% результатов потери веса именно связаны с системой питания. So therefore, you look at that and you think there's huge potential, there's massive opportunity, but that comes with huge objections as well. Итак, мы смотрим на эту индустрию, на этот проект как на большие перспективы, как на большую возможность, но также возникают очень большие возражения. Now there's some key things and key objections that personal trainers and fitness professionals have, but there's one fundamental problem with network marketing that's an issue within our industry. И один из ключевых таких моментов, с которым мы сталкиваемся в нашей индустрии, и также этот момент является в целом в сетевом маркетинге. So the typical objections is very similar to everyone else. Итак, типичные возражения, они очень похожи на возражения всех, каждого. They say things like they're too busy. Например, человек говорит, я слишком занят, They hate sales. я ненавижу продажи, They don't want their clients paying any more money. не хотим, чтобы клиенты платили больше, so they don't want clients to pay. То есть здесь тоже игра слов, они не хотят, чтобы клиенты платили больше. However, the number one reason and the biggest problem trying to get fitness professionals into multi-level marketing and nature sunshine is they feel it's going to affect credibility of their profession, which is incorrect. И каково еще в этом разрезе есть сложное звено, это то, что профессионалы из этой индустрии не хотят входить в MLM, в NSP в связи с тем, что якобы это повлияет на их профессиональный статус, на профессиональное позиционирование. Но это является некорректным заявлением. So that is incorrect. I mean, it's not going to affect their credibility at all. It's just because they don't understand how to use Nature Sunshine and multi-level marketing effectively within their business. Поэтому мы заявляем, что это абсолютно неправильное мнение, что это повлияет на профессиональное позиционирование тренеров и фитнес-профи. Но напротив, если они будут знать, как правильно употреблять эти технологии и продукты, это, наоборот, поднимет их кредо. I guess a lot of the people in the audience, I know there's a few medical doctors in the audience, and you'll probably relate to this and understand this maybe better than some of the people that are coming from just a business point of view. И я думаю, что многие профессионалы из медицинской сферы, из питания, те, которые находятся сейчас в зале, вы согласитесь со мной, то, о чем я говорю, в отличие от людей, которые просто пришли из сферы бизнеса. So just like the medical profession, we as fitness professionals have to fit supplements around what we advocate, like nutrition, like various other home-based products that we might use, just say nutrition. И мы поэтому, как профи, мы должны таким образом окружить нашу индустрию той продукцией, именно ту сферу, которую мы защищаем, например, питание. Мы должны ввести очень грамотно биодобавки в этот момент. Следующий слайд. As soon as personal trainers fit supplements into their everyday working environment, it's easy. They are fantastic sellers. Как только фитнес-тренеры внедряют биодобавки в ежедневный рацион, в ежедневное использование для людей, все идет как по маслу, они великолепные продавцы становятся. So these next few slides, what I'm going to share, might not be something you will directly use, but it will give you some thoughts and some ideas on what fitness professionals are looking for. Итак, следующие несколько слайдов, может быть, не будут абсолютно сочетаться с тем, с чем вы знакомы. Может быть, у вас нет некоторых продуктов, но тем не менее вы поймете немножко, на какой волне мы работаем и что может помочь в этой области. So by far the number one thing that sells the most products and gets the most continued sales for us and for other fitness professionals is fat loss courses or body transformation courses. Поэтому номер один, то, что продается в рознице, то, что могут использовать
профессионалы из фитнес-сферы, это курс по похудению, либо, как мы его называем, курс по трансформации тела. Okay, so what I wanted to do was run through the 6 weeks as I would run through it with our customers. The 6-week body transformation course. И вот этот курс как раз, он заключается в периоде 6 недель. Это именно как я провожу этот курс со своими клиентами. So next slide, please. Now this is something you're not going to suggest directly to your downline or approach fitness professionals and teach them this process, because I'm just going to show you like literally in the next 20 minutes. Ну, конечно, это может быть не то, что вы сможете поделиться прямо сейчас с вашим даунлайном, с профессионалами по фитнесу, но почему бы и нет, это именно этому я посвящу следующие 20 минут. The reason being is within fitness, nutrition is really kind of coming through. Fitness professionals are starting to understand the value of nutrition. И вот именно область питания – это то, что является фундаментальным в моменте фитнеса. Люди начинают больше понимать ценность правильного питания. Иногда в этом ключе профессионалы из медицинской сферы, терапевты, либо персональные тренеры, они немножечко реагируют агрессивно на это, если ты им говоришь, что вот если ты делаешь это или принимаешь это, ты получишь это, они не воспринимают. So I simply show them how I do it, and I suggest that they do a similar sort of thing with their knowledge base, with what they know. Поэтому я просто им показываю, что я делаю и что я предлагаю в плане использования тех знаний, той базы знаний, которая есть у меня. So this is how we run it. We do it over 6 weeks. So our fat loss course is 6 weeks long. It's 1 workshop per week, and it's a mixture of talks, and we also take body fat measurements or circumference measurements. Итак, что мы делаем во время этого курса? По сути, период 6 недель, 1 семинар, одна лекция обучения в течение недели и больше такое вот интерактивное общение, разговор, в том числе измерение именно размеров тела, талии и так далее. Now the documents that we provide, again, people that know a lot about nutrition and fitness professionals that are learning about nutrition can put together a nutrition guide very, very easily. И те, которые занимаются этой индустрией, профессионалы из этого бизнеса, и мы являемся ими таковыми, мы довольно быстро скомпоновали вот такую вот инструкцию по питанию, для того, чтобы у людей было понимание, что это такое. And what about the contract of success? Yeah, the final one, I'll mention it. Yeah. So the success contract is basically we just say the people coming on the course that they are committing. They're committing to the 6-week program. They're committing to the nutrition guide. They're committing to the supplementation, and they're committing to the exercise program. Поэтому, когда мы говорим о контракте успеха, это по сути некий такой документ, соглашение между нами, что люди согласны, что они готовы пройти курс по трансформации тела, то, что они готовы пойти на это питание, на эти упражнения и на подобные условия. So now what I'll do is I'll just break down the weeks, the type of things that we teach them in the weeks and how we get points across. И сейчас я просто пройдусь по неделям, что же мы предлагаем, чему мы учим людей за это время. So very, very simply, we give them a basic intro about me, my company, what we do and what we offer. Ну, вначале мы, естественно, делаем очень такое базовое введение, кто мы, чем мы занимаемся, что мы предлагаем. The second thing we do is give them social proof. Второе, что мы делаем, это мы даем определенное общественное либо социальное обоснование всего. So we make sure we take pictures of people that come in before. We always take pictures after because it's very, very powerful to show people that change and that difference in body shape. Это мы имеем в виду именно фото до и после, когда мы фотографируем, человек пришел к нам и через какое-то время он полностью изменился. Естественно, это имеет наглядный, довольно серьезный эффект. Now,
Dieting is not a new concept. However, a nutritional philosophy is a bit of a new concept. I just want to spend a little bit of time on that on the next slide. И диета сама по себе это не новая концепция, но именно философия питания правильного это нечто другое, нечто новое, и я бы хотел немножечко остановиться в следующих слайдах об этом. So very, very briefly on that, people that follow diets will fail time and time and time again because they're on this so-called diet. Почему люди терпят неудачу по диете, если очень коротко? Они постоянно нарушают то обещание, либо те планы, которые они ставили по диете, потому что они, так сказать, в рамках диеты. So if you ever realised that, have you ever thought about the type of person that goes on a diet? Who goes on a diet? Ну, если мы даже поговорим, подумаем вообще, какой вид человека будет согласен на диету? Кто занимается диетой? The people that go on a diet are the people that are unhappy with their body shapes. Ну, наверное, люди, кто недоволен своими формами. The people that are in fantastic shape, те, которые в фантастической форме, they're never on a diet. Они никогда не будут заниматься диетой. And that's because they have a very, very positive nutritional philosophy on life. They don't need to go on a diet. They don't come on and off diets. They have a nutritional philosophy for life. И почему так у них получается? Потому что у них правильная философия по питанию в целом по жизни. Это не то, что они вот сейчас в полном расслаблении, а потом они питаются только по строгой диете. So that's one of the main first messages that we put across, to say that this 6 weeks is not a diet, it's a nutritional philosophy for life, and it's a supplement program for life. Поэтому, когда мы говорим об этом курсе, мы не говорим как о диетическом курсе, мы говорим именно как о питательной или философии питания, о философии правильных добавок в питании. Это на всю жизнь. And then before we go into any of the technical information, we make sure that we tackle the mind, because the mind is so powerful, and that's where your potential will be unlocked. И до того, когда мы касаемся каких-то технических деталей и тонкостей, очень важно, чтобы мы разобрались с разумом, с мышлением человека, чтобы мы его разблокировали, открыли, потому что это критически важно. There's a few things I was going to draw, but I'm conscious of time, so I'm going to fly through some of these a little bit quicker. Ну и я немножечко быстро пробегусь по некоторым концепциям из-за временного фактора. Я очень сильно извиняюсь за некоторые продукты, которые я показываю. У вас нет их на рынке, поэтому я просто упомяну по поводу альтернатив, чем можно их заменить. Now the key with fat loss is not calories in, calories out. That's an old school method. Итак, вообще ключ потери веса – это не то, чтобы в тебя попали калории и они вышли. Это старая школа учения по поводу похудения. So any fitness professional with good nutritional information and good nutritional knowledge will not be interested in a multi-level marketing company that relies on calorie restriction shakes. Поэтому любой профессионал из фитнеса, который связан с тем, чтобы людей довести до правильной формы, он не будет заинтересован в общении с компанией сетевой, которая предлагает продукты исключительно потому, чтобы ограничивать калории и блокировать вход и выход калорий. So the key to fat loss, the number one key to fat loss, is controlling something called insulin. Итак, ключ к тому, чтобы контролировать уровень веса, это то, что нужно нам контролировать инсулин. And the best way to control insulin, or one of the key supplements to control insulin, is omega-3. И один из лучших продуктов, который контролирует уровень инсулина, это омега-3. So here is a basic diagram and description of why omega-3 is so important in the world of fat loss. Итак, есть такая базовая диаграмма, график, который показывает, почему омега-3 настолько принципиально важны в индустрии потери веса. So this zone here is something called your optimal blood sugar zone. Blood sugar. Эта зона, мы назовем ее оптимальная зона сахара крови.
So when you wake up in the morning, your blood sugar level is pretty low. Когда вы просыпаетесь утром, ваш уровень сахара в крови довольно низок. So if someone eats some sort of food that's not a great food, so a sugary cereal, their insulin, or sorry, their blood sugar levels will go through the roof. If it's not. Yeah, so if they eat a sugary breakfast, which most people Если do. человек кушает завтрак, допустим, с потреблением сахара, ну, это фрукты, это каши, в основном так оно и происходит у всех, то уровень сахара просто взлетает вверх. So when your blood sugar levels go real high, they'll also come crashing right back down. И когда он взлетает вверх, он так же, как американская горка, может упасть радикально вниз. And then you get really hungry here, so you have another, you have your lunch and maybe some sugary snacks, and they drive right back up again. И потом ты добираешься до ланча, до, так сказать, легкого обеда. Ты, может быть, какими-то сахарными батончиками, либо чем-то подобным сахар опять скручиваешь вверх. Again, they'll come crashing back down. Опять идет падение вниз. You have your evening meal, and then you'll fly with a bit of a snack afterwards or a dessert, and they'll come flying back up. Потом, значит, мы уже к вечерней трапезе передвигаемся, ужинаем, заканчиваем это десертиком, и сахар взлетает вверх. Now the reason this is so dangerous to you, or not necessarily dangerous, but the reason why it's so bad for fat loss is because Причина, почему я говорю, что это опасно, ну даже может быть не настолько опасно, как просто неправильно для потери веса, это вот эти зоны. so every time insulin, blood sugar levels, fluctuate, your body stores fat here. Каждый раз, когда у нас происходит вот вибрирование, колебание, так сказать, курса уровня кровяного сахара, то у нас происходит следующее. And then every time they dip down, you get tired and crave sugary things. Здесь у нас образуется жир, а здесь у нас усталость. И у нас происходят как бы вот именно такие позывы к пище, голод. So in the presence of insulin, it's impossible, when your blood sugar levels go up and down, it's impossible to lose fat. Когда уровень сахара прыгает вверх-вниз, невозможно похудеть. So, in order for your body to drop body fat, your blood sugar levels should look like this. Поэтому для того, чтобы ваше тело скинуло немножечко лишнего балласта, сахар должен выглядеть, его уровень подобным образом. Now, omega-3, alongside a good diet, will help your blood sugar levels do this, and you'll release fat-mobilizing hormones. И омега-3 вместе с правильным питанием, оно поможет вам именно вот двигаться в этой зоне, и также она мобилизирует гормоны по уменьшению жира. Okay, so I just wanted to spend a bit of time on omega-3, because omega-3 is key in the world of fat loss. И мы немножко остановимся на омега-3, потому что это ключ для похудения. So the other product that we use in week 1 is something called Liver Guard. You have Liver Guard. И еще один продукт, который мы используем, у вас этот продукт называется Liver Guard. Super complex. Итак, суперкомплекс and liquid chlorophyll. И жидкий хлорофилл. Okay, so they're the first products that we use in week 1. Итак, это первые продукты, которые мы используем в неделе номер 1. Неделя номер 2, следующий, пожалуйста, слайд. So week 2 we go over everything involving hydration and exercise. Мы связаны и мы работаем со всем, что коннектится с насыщением влагой и с упражнениями. So when you exercise, so if this is time here. Поэтому, если вы занимаетесь физическими упражнениями, здесь мы чертим время. This is intensity. Это интенсивность. So say we exercise for 30 minutes. Например, мы позанимались в зале 30 минут.
So we teach them how to exercise within this period, which involves weight training and some cardio training. Мы обучаем в этот период человека, как работать с весами, как следить за сердцем. So what a lot of people don't recognize is when you stop exercising, you'll burn calories and your metabolic rate will be increased after exercise. Многие люди не понимают, что после упражнений ваш метаболизм настолько ускорился, и жиросжигание происходит очень активно. And if you don't eat anything after exercise, this normally lasts for about 2 to 3 hours. И если вы не едите после упражнений, то этот процесс, он очень активен на протяжении где-то 2-3 часов. But if you take supplements after exercise, you can extend your ability to burn fat for 24 hours. Но если вы принимаете добавки после упражнений, то вы умножаете это время по активному жиросжиганию до 24 часов. And it's the same with growing lean muscle as well. И то же самое по поводу реальной мышечной массы. So that's quite powerful for a lot of people. So a lot of people that exercise, they don't realize that they're missing out on almost 24 hours of fat burning potential. Поэтому это очень сильная фишка для многих людей, которые занимаются фитнесом, потому что у них вообще из картины выпадает концепция расширения периода жиросжигания до 24 часов. So next slide, please. Следующий. So therefore, we recommend NutriBurn after exercise. Поэтому мы рекомендуем NutriBurn после упражнений. And then during exercise, we use liquid chlorophyll for its natural energy boosting properties. Ну а во время упражнения мы используем жидкий хлорофилл, потому что это натуральный энергетический, так сказать, разблокиратор, умножает энергетические способности. So the next week we go over everything that involves exercise and fat loss, or exercise and fat loss. Следующая неделя посвящена полностью упражнениям для потери веса. Okay. So in a nutshell, there's different types of exercise will create different types of results. Ну, в двух словах, разные упражнения приносят разные результаты. So one of the main things that we teach in this section is the importance of growing lean muscle tissue. Lean muscle tissue for fat loss is fundamental. Not burning calories, growing lean muscle tissue. That is fundamental. Фундаментальная концепция в этой неделе и вообще в упражнении в том, чтобы мы фокусировались не на потере массы жира, а на образовании постной, так сказать, мышечной массы. Now this is a diagram. Imagine your leg being chopped in half, and it's a cross section of your thigh. Например, возьмем, это ваша нога, это ее срез. То есть мы ее разрезаем где-то вот здесь. У нас пошла кость, мышца и жир. So the reason we use this diagram is people that can actually drop inches around their waist might not change on the scales at all. Почему мы используем эту диаграмму? Потому что люди, которые могут увидеть какие-то изменения по их, так сказать, уменьшению габаритов, и они постоянно измеряют себя, они могут не увидеть изменения на весах. The reason being is fat simply takes up more space than muscle. Почему? Потому что жир занимал больше места, чем мышцы. So this is an example. Сейчас наоборот, кость, мышца, жир. So this is an example of someone that is a. Did you dress size? Yep. So this is the size 16. Собственно, поэтому у нас в России, как и везде, допустим, в Англии это размеры, да, 16-10, но возьмем у нас 48, 44. So this is someone that maybe is 80 kilograms. Ну, например, это 80 килограмм, но это уже не 48, да? Хотя...
Okay, this is someone who maybe is at 75 kilograms, so not much different at all. 75, 48, 50. So for that change, you might expect this number to go right down, but it doesn't. It stays fairly pan flat. То есть, so the size has changed, but not really. Yeah, not too much. Maybe То есть, it's тут может быть такая ситуация, что наоборот, размер падает у человека, а вес остается таким же. And this is because the muscle density here is just far greater. It's И far почему? bigger. Потому что мышцы здесь, они довольно большие, они гораздо больше, чем были раньше. So this is just an example of people that weight train and do good weight training, females in particular that are scared of getting bulkier. This is an example of why they will not get bulkier. They'll actually get slimmer, but they might not lose any weight. И те, особенно женщины, которые боятся немножечко стать крупнее, то есть у них наоборот, при этой технологии они станут более стройными. И даже, может быть, у них весовая категория останется та же, но размер однозначно поменяется. Okay, next slide, please. Итак, следующий слайд. So we simply just reiterate the same supplements, the importance of NutriBurn to build lean muscle tissue, because you will lose inches and come down dress sizes. И по сути здесь мы начинаем возвращаться опять и прокручивать биодобавки, потому что при этом мышечная масса нарастает, размер уменьшается и картина изменяется. Okay, next slide, please. Следующий слайд, пожалуйста. So I won't go over this one in too much detail because I know we're quite close to the end. Здесь мы немножечко поговорим, мы уже завершаем практически. So the first thing that we ask on this week is the difference between broccoli and a Mars bar. И вот здесь вот на этой неделе мы обсуждаем различия между обычным брокколи и батончиком Марс. Now I'm going to ask you, the audience, the same question that we ask on this week. Но мы зададим вопрос вот сюда в аудиторию сейчас именно тот же, который мы задаем людям на этой неделе. So I'll ask you the question. So if I had a Mars bar in this hand and I had 3 heads of broccoli in this hand, which one is going to be better for fat loss? Например, если бы я взял бы батончик Марса и взял бы 3 головки брокколи, что было бы лучше для потери веса? Какой будет ответ? Yeah, sure, it's obvious, right? Ну, очевидный, да, ответ. However, this Mars bar is 250 calories. These 3 heads of broccoli are 250 calories. Здесь вот в этом батончике Марса 250 калорий, и в этих 3 головках брокколи 250 калорий. So therefore they're the same calories. So why is this one worse and this one better? Итак, те же калории, почему же вот на этой руке это хуже, чем на этой? Okay, you're saying all the right things. Но вы все говорите правильные вещи. So the basic principle is the broccoli is full of nutritional value. It's going to do more for you than just calories in, calories out. То есть смысл в том, что в брокколи больше витаминных веществ. Это не просто та старая школа учения, что вот калории попали в тебя, калории вышли. The Mars bar is what we call a dead food. It's a high sugar food that's going to take more away from your health than it's going to give you. То есть сам батончик Марса это то, что мы называем мертвой пищей. Это то, что дает тебе просто калории, сахарные калории, но никакой пользы для организма не приносит. Now this is a lesson that we teach to show people that calories in, calories out is just an old school method that doesn't work to create health and fat loss. Поэтому это такой урок, который мы преподаем нашим студентам, чтобы объяснить им, что школа калория вошла, калория вышла, она не работает. Это старый способ мышления. So the new, I guess, a new teaching and a new philosophy that's coming into the nutritional world, coming into the exercise world, is that of controlling hormones, not controlling calories. И новая школа учения, она такова, вот если мы говорим именно по моменту потери веса, это контроль гормонов, контроль уровня гормонов, но не контроль калорий. So this week is a really interesting lecture that we give
on how to balance hormones. И на этой неделе мы преподаем довольно интересный урок, как сбалансировать уровень гормонов. Now, if you're a medic in the audience or someone with scientific background, then I'm more than happy to spend time giving you research for this and showing you where we get this theory, but I don't want to explain it right here, right now, to keep it simple. Если здесь в зале у нас есть медицинские работники, либо люди с научным прошлым и вообще из научной сферы, конечно, я буду рад вам привести все цифры, все факты, научные исследования по этому вопросу, но мы не будем этим заниматься сейчас. So on a really simple level, we say that if you store body fat around the side of your body here, we call them, in England, we call them love handles, or do you have a say? We call them ears. Ears. Но вот если мы говорим по поводу жировой части, вот здесь вот мы в Англии называем это таким замысловатым словом, у нас по-простому уши, So the key here, в том числе, да, уши ниже, да, а это у нас что? Спасательный, ага. oh, like say, the ring. Да, все, разобрались с терминологией. Хорошо, спасательный круг, а уши на ушах. So the theory point or the research points to the fact that if you store fat around here, you have problems with your insulin. You need to modulate insulin. So the key supplement is omega-3. Поэтому, если проблема со спасательным кругом, значит проблема с инсулином. Надо принимать омега-3. The second side that we focus on is the tummy. So right around the belly button. Вторая часть – это животик. Это тоже вопрос интересный для проработки. We call this the stress side. Мы называем это стрессовая сторона. Typically, people with high stress, even if they're exercising, eating well, if they've got high stress jobs or high stress environments, they still have big bellies. Знаете, люди, у которых по-прежнему может быть и хорошее питание, и хороший образ жизни с упражнениями, но у них стрессовая работа, стрессовый образ жизни, у них животики будь здоров. So ignore what's on the screen, and for you, 8. Your product 8 is perfect for people that have got high stress. Поэтому вы можете не смотреть то, что мы указали на экране, и употребляйте ваш продукт 8. Он идеальный для этого вопроса. 8. And then the third side that we focus on, and it's a very female area, is the legs and the bum. И вот последнее, на чем мы фокусируемся, это уже женский вопрос, это ножки и все, что с ними связано. So again, ignore what it says on there. Опять проигнорируйте, пожалуйста, что на экране, это английская версия. So if you have an estrogen dominance, you will store body fat on your lower half of your body, and you need low flow and TNT. Если у вас если слишком много эстрогена, то мы принимаем low flow, и все будет хорошо. И TNT. Конечно. Okay, so I hope I made that fairly simple because that's kind of a complex topic, but it's a really good one for a lot of people, and a lot of people find it very interesting. И многие люди, они вообще обнаруживают то, что эта школа мышления довольно интересна. So can we have the next slide, please? Если можно, следующий слайд, пожалуйста. And then the next slide И again. еще следующий. Okay, so week 5 we go over kind of cleansing the system, getting the digestive system really clean and really optimal. Итак, вот на этой неделе мы говорим по поводу того, чтобы прочистить систему, прочистить наше пищеварение, чтобы оно стало оптимальным. Now there's a reason why we want to remove toxins from the body. Почему мы хотим удалить токсины из нашего тела? Now, if people just reduce the amount of food that they're eating, but they've still got toxins in their body, there's a problem.
если люди уменьшают количество пищи, которую они потребляют, но остаются токсины в их теле, возникает проблема. So this is my horrible drawing. Вот мое ужасное рисование выглядит таким образом. Okay, so if all you do is reduce your calories and you lose weight through sheer force, this is what happens. Если то, что вы делаете, только уменьшаете количество пищи, которая у вас попадает, и уменьшаете уровень калорий, то вот что происходит. So the body uses your fat stores as a protective mechanism. It stores all your toxins in your fat, and that's where they're held. Тело, оно использует запасы вашего жира как хранилище для всех токсинов. И, собственно, поэтому жир остается таким жиром. So as soon as you lose fat, but you might not got rid of your toxins, those toxins will remain in your body, and you'll eventually go back to a larger state. Если мы уменьшим количество жира, вы вернетесь к нему, если мы занимаемся только калориями, потому что в нем остались токсины. И токсины вернут обратно к тому же уровню жира. So even before you contemplate dropping body fat through nutrition and exercise, you must get your body clean of toxins and rid the body of toxins. Поэтому, даже если вы рассматриваете возможность через физические упражнения уменьшить размер вашего тела, размер жировых запасов, до этого вы должны прочистить ваше тело от токсинов. So lose weight before detoxing, or sorry, lose weight before removing toxins. You'll go back here. Итак, remove toxins first and lose weight, and you'll stay there. Если вы потеряете вес до очищения организма, до очищения токсинов, вы вернетесь потом к этому же весу. Но если вы сначала прочистите организм от токсинов, то вы останетесь в стройном состоянии. So the best products that you guys have got to help people cleanse and detoxify themselves, get the digestive system working are low-clo, TNT, liquid chlorophyll, and bifidophilus fluorophores. Итак, лучшее, что у вас есть на рынке по решению этого вопроса, это low-clo, это TNT, это жидкий хлорофилл, это бифидофилус. Fluorophores. Да, вы знаете это хорошо. A little tip as well, on a first thing when you get up in the morning, on an empty stomach, have some warm water with a slice of lemon. That's a very good cleansing. И также лимонная вода – это очень хороший очиститель, когда натощак вы с теплой водичкой дольку лимона туда, это запускает процесс очищения. So next slide. Okay, so I know it's the end of the day, so I'm going to quickly run through this one. Ну и в конце концов моего выступления я быстренько пройдусь по всем моментам, которые я касался. So week 6, we just wrap everything up that we've gone through over the course. Мы практически за 6-ю неделю просматриваем все достижения, которые мы прошли за весь курс. We give them what we call our 12 secrets. И мы, то, что мы называем это 12 секретов, выдаем людям. And if you give them these 12 secrets, they follow the 12 secrets, the rest of their life, guaranteed, they'll live the rest of their life in the body they want. Итак, если люди получают эти 12 секретов, если они будут следовать этим 12 секретам, есть гарантия, что они останутся в таком же состоянии всю свою жизнь. So next slide, please. Кто не успел, следующий слайд. So, oh, you want to go back? Хотите вернуться? Oh, I see. Can you go back a slide? Хорошо, можно вернуть слайд? In about 4 months' time, this will be available for download on my website if you're interested. It's in English. Yeah, in English though. Да, ну где-то через месяца 4 это будет доступно у меня на сайте, но правда будет все на английском. Rest and recovery. Это отдых и восстановление. Короче, вот. Продиктовать еще. Доской не видно.
приоритетом. Сделайте отдых приоритетом. 6. Сделайте отдых и восстановление приоритетом. Убирайтесь с весов. Ну, немножечко конкретное повеление, но к тому, что не привязывайтесь к весам. Планируйте потенциальные отступления, окружите себя позитивными людьми, не полагайтесь на силу воли, просто сделайте это и изберите, скорее, правильные отношения. born2move.co.uk. Рожденный двигаться. You done? You ready? Ready for the next slide? Готовы для следующего слайда? Okay, next slide. Итак, следующий, пожалуйста. So we finish the 6 weeks off by saying that every single person will benefit from having a super complex and an omega-3. Итак, в конце 6-й недели мы говорим уже конкретно про ключевые добавки для вообще повседневной жизни. И здесь мы говорим про суперкомплекс, про омегу-3 и... And ignore that one. Ignore? They haven't got that product. Household. Oh, the household, yeah, so household as well. I mean, А здесь мы ключевой системный продукт мы заменяем на продукцию для домашнего использования, для ухода за домом. okay, next slide, please. Следующий, пожалуйста. Okay, so there is a reason why I have just bored you for the last 30 minutes going through the 6-week course that we run. Итак, есть причина, почему я так вас утомил на протяжении 30 минут по поводу этого курса, почему мы этим занимаемся. Okay, so for fitness professionals, to offer a course like this is incredibly powerful. Итак, для профессионалов из области фитнеса предложение этого курса будет очень сильным предложением. Suddenly, selling supplements is not an issue. Потому что просто продажа добавок – это не вопрос. In fact, you don't even sell, you get people coming up to you saying, can I have this product, how do I get on auto ship? На самом деле, вы даже не будете продавать, вы будете сталкиваться с такой ситуацией, когда люди будут сами подходить к вам и говорить, как мне можно это получить. And because we're not offering a diet, we're offering a nutritional philosophy, they buy supplements for life. И поскольку мы не продаем диету, но продаем философию питательную, то люди остаются на этой теме всю свою жизнь. There's a number of other reasons why this is fantastic for growing their business other than just sales. И есть еще целый ряд причин, почему эта возможность фантастическая, помимо просто продаж. They can now approach fitness leaders within our industry that have huge nutritional knowledge. И с этим можно обращаться к профессионалам нашей индустрии, у которых действительно очень высокий уровень знаний в этом. Personally, I think in the fitness industry, I think these types of courses and the way that you present the supplements to your customers is the future of supplements in the fitness industry. Я думаю, что такого вида курсы, презентации ваших добавок клиентам представляют из себя будущее этой индустрии, то, что поможет продвигать ее с очень высокими темпами. So we'll finish with some questions, but just to kind of wrap up the fitness industry bit, we're not suggesting that you teach that course to fitness professionals. И опять-таки, перед тем, когда мы откроем сессию для вопросов, мы хотели бы сказать, чтобы вы не воспринимали это как руководство к действию, чтобы вы именно вот так вот обучали профессионалов фитнеса. We're just suggesting the basic concept is a fantastic way for fitness professionals to put together their knowledge and sell it as a course. Мы просто предлагаем ухватить базовую концепцию вот такого понимания и выработать что-то свое, чтобы предлагать тренерам и профессионалам из фитнеса. So I hope you enjoyed our presentation. Я надеюсь, вам понравилась наша презентация.